Привет! Мы готовим сейчас тесто пряничное, самое ароматное, имбирное, для наших пряничков-топеров. Так, понадобится нам, значит, масло сливочное, желательно 82,2%, специи, яйцо, мука, сахар, сода, соль и вода. Так, начинаем. Разогреваем сотейник, желательно, чтобы он был горячий. Добавляем 500 грамм сахара. И все это растапливаем. Сахар начинает плавиться, образуются комочки, которые мы потихонечку перемешиваем, чтобы нигде не подгорало и карамель не давал горечь. То есть здесь следим внимательно, чтобы нигде не пригорело у нас. Когда сахар весь переплавится, никаких комочков не должно оставаться, и сахар должен приобрести вот такой вот карамельный красивый цвет. Он не светлый, но он еще и не темный. Мы не ждем, пока он потемнеет окончательно, начинаем взбивать температуру карамели горячей водой. Это прям кипяток. Кипяток стараемся отойти подальше, потому что очень начнет реагировать. Тихонечко. И интенсивно добавляем понемножку, интенсивно мы это все перемешиваем. Так. Добавляем порционно, потому что если вылить всю воду, это будет очень сильно брызгать. Все это снова перемешиваем. Прям вот интенсивно, чтобы была однородная масса. Убавляем температуру. Добавляем масло. Когда масло полностью растопится, добавляем все специи. Соду мы добавляем в самом конце. Соду не смешиваем со специями. Добавляем специи. Масло у нас растворилось. Сейчас сода будет гаситься и карамель подниматься. Так. Она поднимется вдвое. Поэтому кастрюлю желательно брать побольше емкость. Все, соду добавили, выключаем. Ждем, пока вся наша карамельная масса остынет. После этого мы добавляем одно яйцо и замешиваем тесто. Муки мы добавляем 800-кило. Все зависит от того, насколько вода у нас испарилась в процессе варки теста. Все зависит, сколько у вас было градусов, сколько она простояла на плите, сколько было испарения. То есть от этого будет зависеть количество муки. Так, девочки, смотрите, консистенция карамели какая у нас. Она вязкая, она густая, она остыла у нас, но она еще слегка теплая. Что я хочу сказать, она может быть жиже, она может быть гуще. Все зависит от того, насколько у вас выкипела вода, сколько вы держали на огне, убавляли вы газ или не убавляли температуру. То есть все сугубо индивидуально, все зависит от вашей газовой плиты. Она может быть, то есть жиже. Поэтому консистенция это еще не показатель. Ну, по крайней мере, когда у меня стоит ночь, вот такая карамель, она еще гуще. Если, допустим, у меня нет времени замесить сразу, как она остыла, я ставлю на ночь. Она у меня спокойно стоит, утром я замешиваю. То есть, может быть, прям вот я лопаткой даже не могу ее взять. Сейчас она слегка теплая, сразу после плиты остывшая. Добавляем яйцо. Все это хорошо перемешиваем. Прям вот интенсивно, потому что оно жестковатое. Это можно сделать и ложкой, не обязательно силиконовой, лопаткой. Когда яйцо мы хорошо размешали,
тесто стало жиже, начинаем добавлять муку. Добавляем муку не сразу всю, а интервалами. То есть взяли немножко и пошли. Размешали. То есть здесь главное вымесить. И еще на начальном этапе не руками, а именно ложкой. Чем дольше мы его ложкой вымешиваем, тем, ну, как-то вот при выпечке, по моим наблюдениям, лучше тесто становится, чем если быстро-быстро мы закинули, перемешали и закинули в холодильник. То есть это не совсем правильно, старайтесь не торопиться тоже на этом этапе. Так. Жидко добавляем. Так как у нас тесто теплое, оно не дает, так скажем, твердеть. Поэтому может кушать больше муки. На это мы обязательно обращаем внимание, с мукой не перебарщиваем. Если вам кажется, что тесто еще жидкое, тягучее, оставьте его в холодильнике. Если вы уже 900 грамм положили, остановитесь, не добивайте до килограмма. Лучше положить муки уже при выпечке. Припорошить стол, где вы будете выпекать, скалку, и уже там домесить муку. Чем вы сейчас это все перебьете, и вы из холодильника вытащите просто дубовое тесто. Так. Вот здесь, конечно, больше сил уходит, чем при замесе на столе, но этот процесс упускать тоже нельзя. Тут уже ложкой мешать невозможно, поэтому я возьму руками. Но пока еще продолжаю это делать в кастрюле. Припорошили стол мукой, много не надо. Отложить вот немножко в сторонку, здесь оставьте. Тесто мы вот сюда вот. То есть с одного замеса достаточно много выходит теста. Поэтому, если замешиваете 2 замеса, намного сложнее, поэтому есть риски не домесить его. Это тоже плохо, поэтому смотрите, рассчитывайте по своим силам, сделать больше, а потом все тесто выкинуть тоже не хочется. Видите, то есть в принципе у меня уже как бы тесто, мне эта мука уже вот сейчас она не нужна. И даже вот у меня осталось. Здесь вот домешиваем. Все, я чувствую, что мне надо муку. То есть по ощущениям, по липкости вы будете видеть, вроде бы уже хватит, но еще можно добавить. Но опять же, тут такой момент, когда надо чувствовать. Когда мы вот возьмем, он как пластилин, как мягкий. То есть он должен быть более-менее такой, немножко все-таки держать форму, не совсем быть такой расплывчатый. Поэтому добавляем муку. И все это постепенно домешиваем. Вот на этом этапе я бы остановилась. У меня тесто не липнет к столу больше, оно не липнет у меня к рукам, но мне еще хочется добавить муки. Но мы не будем добавлять, потому что я чувствую, что тесто еще теплое. Мы складываем его вот так вот, немножко трамбуем, припорошили мукой. И все складываем в пакетик. Убираем в холодильник на 8 часов. Девочки, наше тесто готово, мы замесили, простояло на 8 часов. Только после этого можно посмотреть его консистенцию. И если вы обратите внимание, оно вот, видите, какое? Оно рыхлое. Как будто хочется еще добавить муки. На самом деле с мукой лучше не перебарщивать, потому что пряники будут сжиматься и терять свою форму. Поэтому нам лучше в нашем случае не добавить, чем
добавить лишнего. В идеале, если ваша скалка будет с мерными ручками вот здесь вот на краях. Но это не так важно, не принципиально важно. Для чего она нужна? Для ровных пряников. То есть основной упор у нас идет на края, поэтому если у нас много пряников, мы начинаем вырубкой делать тут, пряники становятся неровные. То есть где-то сбоку тоньше, где-то толще. Если же в нашем случае топеры идут, лучше сделать это по центру вырубкой. Вот у нас Пеппа. Делаем по центру. Так, цифра. И сердечко. Все это убрали. Перенесли все это на силиконовый лист. Тефлон, силикон. На самом деле это не важно. Что касается шпажек. Можно их, конечно, в процессе работы, в процессе теста вставить в тесто и запечь со шпажкой. Но это неудобно, потому что тесто может повредиться, места становится очень мало, а если пряников много, то их все вместе и не поставишь. Также доделываем. Еще у нас 2 маленьких сердечка. Также стараемся разместить их в центре, потому что для более ровных краев. И мишка у нас идет. Тесто очень хорошо переносится руками, не деформируется, очень удобно в работе, поэтому бояться здесь не нужно, что где-то что-то уедет. Если что-то вам все-таки показалось, вы примяли, вы просто уже на противне это все выравниваете. Вот прянички отправляются у нас в духовку без шпажек. Шпажки мы вставляем в горячие пряники. Если у вас нет таймера на духовке, если вы не знаете, как проверить и время не засекли, пряники на готовность проверяются очень легко. Пальчиком просто проминаете. То есть, если он не проминается, тесто становится обратно, то пряник у нас готов. Ну, немножко, минуту еще подержим. Пряники наши готовы. Теперь вставляем шпажку. Берем пряничек и прям по горячему, желательно до упора, до самого сердечка. Вот. Ровненькие, красивенькие. Так, Пеппа также. Можно даже не поднимая, тоже до упора. Пока они горячие, шпажка прекрасно проходит. Как только они остывают, пряник становится жестким, и уже шпажку вы не поставите. Так. Делаем айсинг. 45 грамм белка берем и 250 грамм сахарной пудры. Самое основное в нашем айсинге считается пудра. Чем она мельче, тем она качественнее и лучше получается айсинг. Если вы в своей пудре не уверены, либо у вас какие-то сомнения, лучше просейте один раз и убедитесь, что она у вас мелкого помола. Все вместе смешиваем и взбиваем. Взбиваем на минимальной скорости, как бы перемешивая это все. Не взбивая даже больше, а больше перемешивая. Айсинг не должен быть пышным, он не должен быть легким, он должен быть более тяжелым, вязким, но с пиком. Сейчас вы увидите. Взбиваем на минимальной скорости, как я уже сказала, до белой однородной массы. В среднем, если мы взбиваем один белок, это где-то 3-4 минуты. Не больше. Самое основное, не перевзбейте белок, потому что он станет рыхлым, и на пряниках он будет просто откалываться. Он даже не ляжет в пряники. Посмотрите, какая консистенция. Она гуще, чем сметана, но и не жидкая. Он тяжелый, что самое основное. Айсинг, он тяжелый, он не должен быть воздушным. Все это базовая консистенция, она может храниться 2-3 дня в холодильнике, в плотном контейнере, либо закрытой влажной
тряпочкой и сверху еще пакет обязательно, это потому что она засыхает. И момент, кто боится сальмонеллу, она не живет в сухой среде, она живет и развивается только во влажной среде, и при таком концентрации сахара она просто умирает. Мало того, что на прянике сухая глазурь, то есть не жидкая, сальмонелла уже погибла. Плюс концентрация сахара очень большая, сальмонелла не живет и не выживает в такой концентрации. Поэтому можно, конечно, использовать альбумин. Ну, кто предпочитает на жидких, на живых белках, это совершенно безопасно. Теперь делаем айсинг для наших пряников. Базу мы получили. Берем немножко айсинга и начинаем добавлять цвет. Айсинг базовый мы добавляем немножко воды, совсем немножечко разбавляем. Лучше добавить еще, чем добавить больше воды. Смотрите за консистенцией. Заливочный айсинг, айсинг для заливки, у него есть такое правило 4. Это значит, когда 4 раза проводишь 2 линии, и на счет 1, 2, 3, 4, он все свои линии начинает совмещать, то есть становится однородным. Соединятся все швы. Поэтому добавляем еще водички. Так. Значит, айсинг для заливки может быть очень жидкий. Он делается для больших площадей, для картин, для совсем больших пряников. И есть немножко, айсинг считается для заливки, но он немного гуще. Он держит форму. Чтобы нам залить, например, вот этого мишку, нам обязательно нужно сделать на него контур, чтобы айсинг не выливался за грани пряника. Это обязательно. В любом случае, при каждой заливке пряника мы делаем сначала контур. Посмотрите, консистенция. Она еще не совсем жидкая, но она уже не густая. То есть на счет 1, 2, 3, 4 мы грани вообще не видим. То есть даже вот если вот так вот возьмем и вот так немножко миску. То есть айсинг становится однородный. Все, это мы все выносим в корнетик. И носик отрезаем. Носик отрезаем тоже, смотрите, смотря для каких элементов вам нужно. То есть большой объем заливки, либо это носик, ручка. Соответственно, от этого мы, исходя от этого, отрезаем носик. Так, в нашем случае будет заливаться мишка, носик нам малюсенький совсем не нужен. То есть он будет такой средненький. Ну вот так вот, если это видно. Вот. Это у нас белый. Теперь как сделать цвет? Девочки, здесь тоже главное не переборщить с краской, потому что чем интенсивнее цвет, тем тяжелее его высветлить. Лучше положить меньше краски и потом в процессе работы добавить, чем положить ее больше и высветлять белой краской, дополнительным айсингом. Это можно сделать даже зубочисткой совсем чуть-чуть. Дальше уже размешиваем. Делаем нежно-розовый цвет. Но вот хочется добавить еще, потому что непонятно. Учитывайте, что когда айсинг будет застывать, он будет еще цвет немного менять, он будет темнее. Он не станет светлее, он станет темнее. Поэтому с этим расчетом добавляйте краситель. Ну, вот мне нравится. Я вижу, что это розовый, приятный розовый. Достаточно. Немножечко добавляем водички. Буквально капелька. В нашем случае лучше меньше и в красках, и с водой, и с мукой, потому что переделывать уже будет затратнее. Поэтому лучше не доложить и добавить потом в процессе. Так. Если я потрясу лопатку, то у меня айсинг сольется. То есть такая консистенция нам и нужна.
Еще момент, некоторые краски начинают давать пигментацию, и особенно вот красные, есть у них такой за ними грешок, они начинают точечками покрываться, айсинг. Вот в таком случае лучше этот айсинг накрыть крышкой, либо влажным полотенцем и дать ему немножко постоять. Краска разойдется, снова перемешать, и эти точки красные уйдут. Если же вы поторопитесь, нанесете айсинг на пряник, мы получим не очень хороший результат. То есть все эти точки у нас выйдут на поверхность, и будет не очень красиво. Чтобы перенести рисунок на пряник, на самом деле не требуется никаких художественных навыков. Берется калька, ставится, нашли вы в интернете картинку, положили кальку, обвели ваш размер, который вам нужен, перевернули, опять карандашом это все обвели, то есть спроецировали зеркало. Дальше положили на пряник, вот, измерили, чтобы все ровненько у нас легло. Вот так вот. И аккуратненько, карандаш используйте только мягкий, любые другие переводить не будут. И прям вот так вот жирненько начинайте обводить. Вы получите рисунок, то есть уже на прянике. Если у вас есть проектор, это вообще чудо-вещь. И очень хорошо, что у кого он есть, это прям находка. Но если же его нет, потому что он не дешевый, немногие на него раскошеливаются, то есть перевод с калькой – это идеальный вариант. Вы всегда нарисуете красиво, всегда это будет четко, не от руки, ни криво, ни косо, то есть идеально. Поэтому сразу не расстраивайтесь, что вы рисовать не умеете. Начнем с мишки, он проще всего, чтобы показать начало работы с айсингом. Мы делаем контур, как уже и говорили. То есть вы не ведете по самому прянику. Сама глазурь должна у вас, грубо говоря, висеть в воздухе. И начинаете контур выводить. Если где-то что-то неровно, такое тоже бывает, неровности сразу не расстраивайтесь, и это все выводится. Вот так вот аккуратненько, либо зубочисткой, либо шпажкой, либо кисточкой, неважно. Немножко, буквально минуту подсох контур, и вы начинаете это все заливать. Заливайте тоже не сплошняком, а старайтесь вот хаотично, так скажем. И дальше уже носиком выравнивайте. Не старайтесь много сделать на грани айсинга, потому что он потечет. Даже если есть контур, он может нас не спасти. То есть туда айсинг. Старайтесь больше выдавить в центр, а от центра уже развести его по сторонам. То есть не стойте на одном месте, потому что он засыхает. Вот здесь вот я убираю пузырьки, если это видно на камеру. Не знаю, сейчас покажу, где он. Так я его не убрала, не лопнула. С пузырьков тоже не должно быть. Старайтесь работать быстро. Потому что если айсинг где-то в какой-то стороне подсох, его уже очень сложно разровнять. Вы можете заполнить пустоты вот так, а дальше уже немножко, так скажем, подживить его по сторонам и добавить айсинга, где нужно. Вот, в общем-то, и все. Вот эти носики, которые остаются, просто уводите его в бок. Вот здесь вот, я не знаю, видно, не видно? Вот здесь вот пузырек, я его просто лопаю. Вот видите? Там появился. И вот так вот. Все делается. Все, мы оставляем его сушиться. Когда айсинг вы только залили, вы можете переложить его на противень, на лист. Но если у вас есть конвекция, сушить в духовке можно, даже нужно. Это ускоряет процесс, потому что обычно айсинг при комнатной температуре сушится порядка 8-12 часов. Если еще дома влажность, это еще больше времени занимает. Поэтому, если у вас срочный заказ, либо вы торопитесь, вы можете его высушить в духовке. Но имейте в виду, когда вы его залили, вы его должны сразу положить на противень. Если же вы его сейчас оставите вот так и положите
решите, что вам нужно его побыстрее бы сделать, и начнете перекладывать его на противень, пойдут трещины. Верхний слой айсинга застынет, а внутри айсинг будет живой. Когда вы его будете переносить, пойдут трещины. Визуально это будет не так заметно, но когда пряник высохнет, это будет очень сильно видно, и его уже, к сожалению, никак ничем не исправишь. Поэтому этот момент обязательный. Дальше у нас идет Пеппа. Все мультяшные герои, Пеппа, она, конечно, одна из легких мультяшных героев, но она тоже требует последовательности. Когда мы смотрим на рисунок, мы видим, есть диапазон сзади, диапазон то, что мы видим изначально. То есть сзади у нас остаются уши, руки, ноги, хвост. Поэтому мы должны соблюдать эту последовательность и заливать сначала эти части тела, так скажем. Начнем с ушек. Тут не нужно никакого контура, все визуально. И вот хвостик вы вытягиваете на лицо. Потом вы поймете, почему нужна эта последовательность. Увидеть, какие части у нас находятся сзади, какие у нас находятся спереди. Дальше у нас идут ручки. Ничего не критично, если вы зайдете на платье. Лапки. Если где-то что-то вы видите, остаются хвостики, все это легко вот так вот убирается. То же самое со второй ручкой делаем. Здесь очень важна консистенция айсинга. Если бы мы сделали жиже, например, как на мишке, вот таких мы пальчиков бы не получили. То есть уже даже вот здесь вот видно, что они начинают сливаться. Если что-то заметили, убирайте недостатки сразу, пока он не высох. И ножки. Тут все работаем либо шилом, либо шпажкой, либо чем-то для вас удобным. Так. И хвостик. Тоже берем сдалека, чтобы нам закрутить вот так его красиво. Немножко ушки наши подсохнут, мы начнем заливать нашу голову. Так. Здесь мы сделаем контур. Это обязательно, потому что объем у нас большой. Глаза выделим, дальше мы их выделим белым. То есть нам нужно сделать контур глаз. Не критично, если они будут где-то неровные, где-то. То есть все это зальется еще белой глазурью. Теперь делаем контур. Также у нас сам айсинг провисает. Я по прянику не веду. Так. И вот здесь у нас носик, который будет немножко выделяться. Все, идем заливать, потому что если контур у нас подсохнет, то будет видно явный такой вот прям так скажем, ограждение такое по лицу. То есть мы к этому не стремимся, поэтому нам лучше это все сделать быстро. Здесь у меня айсинг гуще, чем на мишке, поэтому здесь нужно работать еще быстрее, потому что засыхает быстро, а нам нужно добиться объемов. Если мы сделаем его более плоским, как-то вот мультяшные герои не смотрятся плоскими. То есть немножко вот опять носик увели. И вот так немножко его подстучали. Вот теперь вы увидели, что если бы мы ушки залили после того, как залили голову, у нас бы они вышли на голову хрюшки. Ждем, пока высохнет. Потому что дальше у нас идет платье. Платье не должно сойтись у нас с головой. Минут 15 точно. Потом заливаем носик и платьишко. Сердечко все делается таким же методом, как и мишка. Сначала контур. Сделали. Айсинг у нас густой, поэтому мы здесь не останавливаемся на месте. Быстренько все это дело заливаем.
Не пытайтесь вернуться назад, и если площадь большая, в данном случае сердечко, оно вроде бы небольшое, но это не голова, не рука, которую нужно сразу исправить. То есть не возвращайтесь назад. Это все вот так вот делается. Вот этот хвостик, который у нас остался, уходит у нас. И вот здесь вот пузырик, следите за этим тоже, потому что они потом выходят у нас наружу, и это очень заметно. Так. Сначала делаем также контур. Минуту буквально ждем, пока вы можете заняться другими пряниками, если у вас их несколько. Если же нет, минуту ждем и начинаем заливать все. Кому неудобно носиком, может взять кисточку либо шпажку и потом до края это все развести. Но опять же, пока вы положите айсинг, пока вы возьмете кисточку, пока вы это все выровняете, уже айсинг на границе начинает засыхать. Это не очень хорошо. Поэтому постарайтесь научиться работать корнетиком и убирать все дефекты именно им. Когда немножко айсинг схватится, мы поставим розовые точки на нем. Если мы сейчас поставим, они просто разъедутся и будет не очень красиво, как-то вот не фактурно. Хотелось, чтобы это прям вот горошек был. Поэтому ждем, пока подсохнет айсинг минут 15, и можно смело ставить точки. Наша голова у хрюшки Пеппы застыла. Она застыла не полностью, поэтому сильно ее, так скажем, крутить, вертеть не стоит. Мы залили носик таким же методом. Сейчас я покажу, как это делается на глазках. Вот сюда просто капаем. Не делайте глаза большие, чтобы они не были, как, знаете, на выкате. То есть они должны лежать прям вот в мордочке у нее. Глазки у нас готовы и платьишко. Тоже сначала делаем контур. Вот здесь вот все наши неровности, как раз вот может быть такое, что айсинг застывает. Всегда должна быть рядышком влажная тряпочка. Протереть носик. Сделали контур, зашли на ножки и платьишко закрасили. Не делайте его плоским. То есть чем оно объемнее, тем оно эффектнее. Ноги должны быть под платьем, а не в одной плоскости. Поэтому это очень важно. Такие детали, но они очень важны. Не подходите сразу к шее, не старайтесь там залить. Все это сделайте лучше аккуратно кисточкой. То есть, если вы сделаете здесь еще гору айсинга возле шеи, то тоже это ляжет не совсем красиво. Если что-то лишнее, это все легко убирается. Вот так вот переворачиваем. То же самое соединяем. Не оставляйте пробелов, все должно гармонировать. Все, ждем полного высыхания и дальше будем отрисовывать уже кисточкой. С айсингом мы здесь уже работать не будем. И наша циферка, она немножко схватилась, подсохла. Ставим точки. Старайтесь точки ставить не в один ряд и не по какой-то системе, а все должно быть в разнобой, чтобы это не был как забор. То есть где-то маленькая, где-то большая, где-то прям совсем огромная, опять малышка. То есть, чтобы она была такая больше колоритная, интересная. Совсем маленькие.
Тоже точками все тоже не заставляйте, потому что все-таки все в меру должно быть. Вот так вот оно. Еще одну большую я бы вот сюда поставила. Что? Так. И момент, когда вы украшаете торт топпером, старайтесь большие пряники прям впритык к торту вставлять. То есть шпажки не должно быть видно. Чтобы они не стояли все одноуровневые, то есть они должны быть многоуровневые. Так вот однозначно Пеппа сядет прям в сам торт, тройка будет немного выше, а сердечки уже на высоте. То есть уровень тоже главное чувствовать. Так, и можем показать с Мишкой, у нас уже подсох. Немножко это все очень аккуратно делаем. Здесь проще простого. Делаем, протерли носик влажной тряпочкой, если он подсох. Тут очень просто. Ушки выделяем, ручки, лапки, ножки. И по центру ставим носик. Опять же, ставим в центр и начинаем толкать айсинг. Не заливаем его по краям. Он немножко неровный, это все можно вот так вот кисточкой сделать. Так. И глазки, бусинки. Сам носик мы поставим, когда немножко айсинг схватится. Немножко уровень упал, вот мы вот немножко сделаем. Так. И по центру поставим бусинку, когда носик у нас немножечко подсохнет. Когда у нас глазурь подсохнет окончательно, мы ставим сюда точку на шею и приклеиваем бантик. Такой вот декор. Праздничный, красивый Мишка. Хочу сразу вас уберечь, так скажем, от ошибок. Вот эта вот единичка, она сделана либо старым айсингом, либо большая влажность. Вот здесь вот очень заметно, то есть если издалека не так заметно, но присмотреться видно такой вот мраморный оттенок. Иногда это, конечно, даже интересно смотрится в каких-то фактурах. Специально добавляют краски, полностью их не замешивать, чтобы добиться такой вот неординарности. Но в нашем случае это брак, вот скажу сразу. Вот такого быть не должно. И второй момент. Топперы можно рисовать, проектировать не только через кальку и сразу на пряник. Можно покрыть пряник белым айсингом, как мы сделали с Мишкой, наложить туда рисунок и обвести также рисунком. Это значительно легче, скажу сразу, чем это по прянику. Пряник темный, карандаш темный, надо присматриваться, надо отрисовывать еще раз где-то какие-то нюансы, моменты. То есть проще заливать пряник белым айсингом и на него отрисовывать вот уже силуэт. Здесь еще одна ошибка. Это опять же мигрировал цвет. Бирюзовый мигрировал в беж. Это однозначно влажность. То есть смотрите, берегите свои пряники от влажности и старайтесь досушивать их в духовке. И сразу после сушки их упаковывать, чтобы айсинг очень боится света солнечного, он выгорает. И он очень боится влаги. Это вот две самые основные для него прям катастрофические проблемы. В общем, следите за этим. Если у вас нет форм вырубок для пряников, их очень много, заказов очень много, и не всегда этих форм хватает, не всегда накупишься. Все делается очень просто, вырезается шаблон на бумаге, прикладывается на тесто и ножиком, либо канцелярским ножичком, это все аккуратненько вырезается. Момент в том, что когда вы перенесли на противень, обязательно подправьте края. То есть вот прям вот по тесту подправляйте края, которые вы обрезали. Вырубка, она дает ровные, идеально ровные края, что не дает нам нож. Поэтому старайтесь за краями следить. Но опять же не всегда. Вот девочка тоже вырезанная по шаблону, вырезанная от руки. То есть не критично, если этих форм нет. Сделаем обрамление. Можно сделать
это либо капельками, либо бусинками. Сейчас посмотрим два варианта. Если мы делаем бусинками, мы ставим через один. Желтую, желтую. В пробеле будет белая. То есть смотрим, что вот эти хвостики у нас только вовремя это все убирали. Как раз когда мы пройдем весь ряд, они у нас подсохнут, и между ними мы поставим белые точечки. Это придаст сердечко более такой интересный вид. Она станет, так скажем, не голая, более интересная. Айсинг у нас базовый используется. Если вы используете айсинг для заливки, он, девочки, не подойдет. Он будет течь у вас, и вы не добьетесь результата объемности и вот такой вот фактуры. Так, и сюда белый. Вот чем-чем, но точками вы точно никогда ничего не испортите. То есть всегда можно обыграть их, переиграть. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Здесь только ваша фантазия уже. Вот так вот. А здесь мы сделаем капельки. То есть мы стоим на месте, выдуваем капельку, выдуваем, 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 оп, провели хвостик. Выдуваем, 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 раз, провели. Выдуваем, провели. То есть, по сути, те же капельки, но они более такие вот удлиненные и смотрятся уже по-другому. То есть рука твердо стоит, она не прыгает. Закончили, перешли на другую сторону и отсюда вот так же пошли. Шпажку придерживайте, рука, чтобы у вас не была на весу, потому что рука начинает с тремор. Ну, у кого-то может, у кого-то нет, но рука должна быть твердая. Капелька. Капелька, выдули, капельку, выдули, капелька, выдули, капелька. Тут тоже немножко потренироваться, и это все не так сложно. Если где-то, вот, например, вот здесь вот, да, у нас ушло, также подправили и высушили. То же самое. Кстати, это очень выигрышный вариант в том плане, если вы залили что-то неровно, или у вас граниты засохли, или где-то у вас вылился айсинг, то есть вот это вот обрамление очень порой выручает. Если особенно нет времени переделывать, и заказ нужно отдать срочно, капелька выдули, и пошли. Вот, кстати, хочу сразу сказать об ошибке. Здесь пошла шире, здесь пошла мельче. Вам вот, мне, например, режет взгляд. Это все очень легко убрать. Вы берете салфетку и кисточкой аккуратно все это убираете. Все. Убрали, вернулись на нашу точку. То есть убирайте сразу. Капельку выдали. Старайтесь равномерно это делать. Так. И подправили. Вот так вот. В центре мы можем написать имя, сколько лет, возраст, все что угодно. Айсингом пишем только базовым, не жидким, не заливочным, только базовым, который мы изначально сделали. Для надписи мы делаем совсем
тоненький маленький надрез. Совсем маленький. И обязательно проверяем. То есть не переносите сразу на пряник, проверьте либо на салфетке, либо на руке. То есть когда вот сильно, вот он начнет крутиться как червячок. То есть это неудобно в работе. Можно еще немножечко надрезать. Совсем капельку. Угу. И снова проверили. Вот. Он уже легче идет. Не торопитесь, потому что айсинг рвется. Если это какая-то определенная надпись, вам нужно ко дню рождения, либо по какому-то поводу, старайтесь это сделать также с калькой. Перенесли надпись с компьютера, отформатировали, как вам надо по размеру, перенесли на пряник, чтобы это было ровно, красиво и аккуратно. Если же это просто произвольное, то есть не требует никаких таких вот четких граней, нет никакого определенной стилистики, то это можно сделать спокойно от руки, как мы сейчас вот сделаем. И все. Хрюшка Пеппа у нас подсохла, но не до конца. То есть она еще внутри, сильно не продавливаем. Кисточку берем самую тонкую, нулевка, ну единичка уже толстая будет. Сразу прикидываем композиции. Если это будет стоять, то мы берем тройку, да, сердечки, например, и Пеппа повернута у нас в зону тройки, так скажем. Тогда глаза у нее будут тоже на тройку смотреть, чтобы они не уходили никуда. Если делаете композицию, старайтесь все визуально представлять, как это будет смотреться. То есть зрачки у нас должны быть вот сюда повернуты. Краской, обычно черная, колоровская краска. Делаем зрачки. Воду стараемся использовать минимально в красках, чтобы она не текла. В основном это полусухая кисть. Воды здесь практически нет. Так. Вот, кругляшочек сделали. Чтобы дать углубить, так скажем, глаза, мы вытираем кисточку полностью. Она сухая, у нас чуть-чуть увлажняем. Даем краски, опять протираем и по контуру проходим. Глазки садятся глубже, то есть она полусухая, не заливайте ее красками, она должна быть не чисто черная, нам нужно дать только тень вокруг глаз. Все, больше ничего мы не стремимся. Если где-то вы вылезли за границы, кисточку помыли, кисточку вытерли, прям вот хорошо ее, чтобы она без краски была. И вот так вот проходим, убираем краску. Тут ничего страшного, если вы где-то зашли не туда, куда надо. Все это убирается. И ротик. Тоже намочили, краску взяли и как бы немножко отжали. Рука не на весу, рука у нас постоянно с какой-то опорой. Так, улыбка. И щечки. Можно затонировать щечки. У нас есть красная пыльца, розовая пыльца. Ну, если ее нет, это тоже не критично. Гнаться за ней тоже нет смысла из задних щечек. Я вот, допустим, пользуюсь жидкими красками. Слегка на сухую кисть взяла, вот, как бы примяла кисточку, вот сюда нанесла. Опять же, очень аккуратно, потому что айсинг не просох до конца. То есть можно продавить лицо и потихоньку добавляем. Мало цвета, я добавляю водичку, опять в краску и уже вытираю. Ой. Так. Вот, допустим, много. Теперь я сполоснула кисточку, вытерла насухо и начинаю растушевывать, чтобы убрать границы. Если сильно ярко, просто вот немножко приглушайте ее с концов, вот так вот.
У щечек нету как такового контура четкого. Что бы вы ни рисовали, зайчики, зверушки, собачки, старайтесь всегда растушевывать, чтобы это полусухая кисть. И вот эти все границы просто растушевываются сухой кистью. Дальше у нас остался носик. Мы ее тоже отрисовываем. Вот я сделала, мне не нравится, он слишком яркий, интенсивный, красный. Я кисть сполоснула и начинаю потихоньку убирать краску. Сухой кисточкой просто растушевываю ее. Опять сполоснула. Если нужна вода, немножко пусть она будет, но чтобы не заплыла. Немножко вот здесь вот выделяю. Тоже не интенсивный красный, а вот совсем слегка. Опять вытерли, мне не нравится толстая линия получилась, я ее хочу убрать. Немножко пусть она будет прям в самом стыке носа и лица. Как бы визуально просто показать, что это отдельные части. Тень, просто дать тень. Не просто поставить линию. Так. Ножки. Ножки у нее идут черные. Но у нас тут совсем мало их, поэтому из-за этого разводить айсинг не вижу смысла. Мы здесь можем просто смело покрасить ей туфельки черненькие. Здесь уже более уверенно, здесь можно и побольше водички, чтобы растушевать черную краску. То есть, смотрите, если у вас какие-то мелкие элементы другого цвета, не обязательно это делать айсингом. Тут нам в помощь красители, краски, которые мы можем скорректировать и добраться нужного цвета. Так. Но главное прокрасьте вот с краев, чтобы это не было границ никаких, чтобы это не просто поверхностно взяли, покрасили, а ощущение целостности, чтобы было. Если положите много воды, айсинг в воду боится, он будет таять. Поэтому все умеренно. Побольше, чем вот здесь мы использовали, но и не заливаем. Старайтесь со всех сторон покрутить, посмотреть, чтобы нигде не было никаких пробелов. Вот наша пеппа готова. В торт мы вставляем до упора. До упора пеппу, можно до упора тройку, но чтобы они не были на одном уровне. Тройка массивная, пеппа массивная, сердечки более легкие. Они могут колебаться по высоте, но если будет пеппа, стоять шпажка, потом торт, это будет просто некрасиво. Надеюсь, вся информация вам стала полезной. Экспериментируйте, пробуйте и творческих вам вдохновений.